Привет, друзья! С вами ТОП-5 и нам всегда есть что рассказать. Какая картина приходит вам на ум, когда вы слышите о торнадо? Мне лично этот парень. А вам? Наверное, опять в очередном прибрежном полуразрушенном городке америкосы страдают от очередного урагана, или как его называют сами янки, торнадо. Сегодня в выпуске мы поговорим о том, что же такое торнадо и как оно возникает, а также вы узнаете о пятерке самых страшных торнадо последних лет. Поехали! До сих пор для исследователей всего мира остается большой тайной, как именно формируется торнадо. Дело в том, что для того, чтобы образовалась торнадо, нужны две составляющих. Первая – это сталкивающиеся теплые и холодные потоки воздуха. При столкновении они начинают вращаться, но при имеющихся обстоятельствах торнадо бы возникало постоянно. Почему же это не происходит? И тут нам на помощь приходит вторая и самая главная составляющая. Для того, чтобы образовалась торнадо, нужна грозовая туча с огромнейшим количеством энергии, чтобы эта энергия помогла теплому потоку воздуха прорваться вниз и образовать смертоносную воронку, которая разрушает все на своем пути. А теперь давайте же узнаем о самых разрушительных торнадо последних лет. Пятое место – торнадо в Гейнсвилле, штат Флорида. В среднем в США возникает более 1000 торнадо в год, больше, чем где-либо на Земле. А 5 апреля 1936 года мощный смерч обрушился на небольшой городок, разрушая дома и убивая все живое на своем пути. По разрушительности торнадо получило категорию F4 по шкале Фудзита, что позволяет такому торнадо легко поднимать дома в воздух, переносить автомобили на значительные расстояния и отбрасывать поезда. Большое количество тел было найдено в пруду в центре города, на месте которого впоследствии образовался парк. Интересно, что в этом бедствии выжил всемирно известный Элвис Пресли, которому было всего 1 год. Вот счастливчик! Торнадо тогда сравняло с землей 48 городских кварталов, уничтожило более 200 домов. В официальных списках погибших числилось 216 человек, получили ранения более 700 местных жителей. Геолог штата Миссисипи посчитал окончательное число погибших в 233 человека, но из-за расовой дискриминации газеты публиковали имена только белокожих людей. Расизм! Четвертое место – торнадо в Джоплине. 22 мая 2011 года мощный торнадо обрушился на город Джоплин в штате Миссури. Последствия удара стихии имеют ужасающие масштабы. По некоторым данным было полностью уничтожено более 2000 зданий, а треть всех построек города получили серьезные повреждения. Смерч буквально сравнял с землей целые кварталы, оставив за собой опустошенную полосу длиной в 10 километров. Автомобили и обломки домов были разбросаны в радиусе 100 километров. Во время стихии погибло 160 человек, более 1000 были ранены, а убытки достигли колоссальных $3 миллиардов. Торнадо стало самым дорогостоящим в истории США. Третье место – торнадо 3 штатов. Как следует из названия, этот смерч ударил сразу по 3 штатам 18 марта 1925 года. Пострадали штаты Иллинойс, Индиана и Миссури. Этому торнадо была присвоена категория F5 по шкале Фудзита. В результате погибло 695 человек, более 2000 получили ранения, а 50 000 человек остались без крыши над головой. Большинство погибших – жители южной части Иллинойса. Некоторые города были полностью уничтожены. Действие торнадо продолжалось 3,5 часа, и средняя скорость передвижения воронки составляла 200 км в час. В эпоху отсутствия телевидения, интернета и какой-либо системы оповещения о стихийных бедствиях, такая скорость стала фатальной для сотен людей. По некоторым данным, диаметр воронки достигал 1,5 километра. Ущерб от разгона
силы стихии составил 16,5 миллионов долларов, что на сегодняшний день эквивалентно 200 миллионам долларов. Второе место. Серия торнадо на юго-западе США. 9 апреля 1947 года несколько смерчей обрушились на юго-западные американские штаты – Техас, Оклахому и Канзас. Наиболее разрушительным был Глейзер Хиггинс Вудворд, названный так по именам городов, которые он разрушил. Он преодолел более 250 километров и по ходу следования унес жизни 181 человека, ранив почти 1000. Современные исследователи полагают, что торнадо могло быть несколько, но сильнейший был категории F5. Сначала смерч обрушился на небольшой городок Глейзер в штате Техас. Местные газеты сообщали о 2 людях, находившихся рядом во время удара торнадо. Стихия отбросила их на 5 километров друг от друга. Глейзер был разрушен практически полностью, как и большая часть Хиггинса. Максимальная скорость ветра составила 280 км в час, а ширина воронки достигла 3 километров. И это все же не самое разрушительное торнадо. Первое место. Торнадо Даулатпури и Сатурии, Бангладеш. Но даже в сумме эта четверка не сравнится с торнадо Даулатпури и Сатурии. 26 апреля 1989 года человечество зафиксировало самое масштабное смертоносное торнадо в истории. Ущерб был обширным по площади, так как множество деревьев были вырваны с корнем. На площади 6 квадратных километров были полностью разрушены все здания. В статье газеты The Bangladesh Observer было отмечено, что опустошение было настолько полным, что за исключением некоторых столбов от деревьев не было никаких признаков инфраструктуры. Торнадо, по оценкам, имело 1,5 километра в ширину и прошло путь около 80 километров через бедные районы и трущобы Бангладеш. Атмосферный вихрь убил 1300 человек, ранил более 12 тысяч и около 80 тысяч остались без крова. Учитывая недостаток информации, эти данные являются приблизительными, и оценивать его по шкале Фудзита не представляется возможным, так как под ударом стихии попали мелкие деревянные дома бедного населения. Ну что ж, это был топ-5 самых разрушительных торнадо. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте пальцы вверх и не забудьте подписаться на наш канал. До скорого!